Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, что надо делать, чтобы процент прихода в охоту свиноматок сразу после отъема был максимальным. Это очень важный показатель, который влияет на количество непродуктивных дней по стаду и продуктивность свиноматок в дальнейшем. Целью должно быть минимум 90, а идеально более 95% прихода свиноматок в охоту. Если предпринимать все меры по стимулированию свиноматок, то средний период от отъема и до осеменения должен быть в пределах 5-6 дней. Что надо делать, чтобы добиваться таких показателей? А необходимо работать над этим с первого дня после отъема. Если отъем происходил утром, то уже после обеда свиноматок необходимо стимулировать с помощью хряка. И помним, что этим мы выполняем две функции. С одной стороны мы стимулируем хряком, а с другой стороны мы выявляем охоту у свиноматок. Если же мы не показываем свиноматкам хряка, начиная с первого дня, то мы можем пропустить раннюю охоту. Более того, если позволяет возможность и на ферме есть больше одного хряка, то важно использовать разных хряков. Для стимуляции охоты и увеличения полового влечения свиноматок необходимо менять хряков. Идеальная ситуация, когда в стаде находится 2-3 хряка, тогда они могут ходить все вместе. Кроме того, важно иметь возможность проводить процедуру обнаружения охоты утром и после обеда на тех фермах, где график это позволяет. Следующее, что надо сделать, это проследить, чтобы на ферме было нормальное освещение. Необходимо обеспечить 16 часов светлого времени. Причем установлено, что лампочки должны быть чистыми. Грязные лампочки меняют цвет и интенсивность освещения. Лампочки, которые светят тускло и излучают от грязи желтый цвет, пользы не принесут. Лампы должны быть флуоресцентными или светодиодными и располагаться в 1 метре от головы свиноматок. И, наверное, будет правильным, если я здесь назову цифры, так как понятие нормального света каждый интерпретирует по-разному. Минимальная освещенность на уровне свиноматки должна быть на уровне 150 люксов, а идеально считается освещенность 200 люксов. И здесь важно не путать люмины и люксы. На лампочках или на упаковках пишут люмины. Люмин — это единица измерения светового потока, то есть это количество световых лучей, которые излучает источник света, то есть лампочка. Например, 100-ваттная лампа будет излучать больше света, чем 60-ваттная. С люминами понятно. А вот люкс — это единица измерения количества световых лучей на единицу площади. В люксах измеряется освещенность. Например, освещенность пола от 100-ваттной лампочки на кухне площадью 12 квадратных метров будет значительно больше, чем освещенность пола от этой же лампочки в гостиной комнате площадью 20 квадратных метров. Люксов на кухне от одной и той же 100-ваттной лампочки будет больше, чем люксов в гостиной комнате. Это понятно. В люксах измеряется освещенность, то есть то, как мы воспринимаем свет. А в люминах измеряется способность лампочки излучать световой поток. Поэтому правильно рассчитывайте освещенность у свиноматок. Она измеряется в люксах. Следующие меры по стимулированию охоты у свиноматок — это кормление. Кормление свиноматок должно быть в волю от отъема и до осеменения. Примерно это должно составлять 4-5 кг корма на свиноматку в день. В период после отъема и до осеменения свиноматка должна потреблять примерно половину от того, что она есть в конце лактации. Подход в кормлении должен быть такой, что пусть лучше в кормушке немножко корма останется, чем его не хватит. Потребляемый свиноматками уровень энергии после отъема является одним из основных факторов для своевременного прихода свиноматок в охоту. Уровень энергии также помогает максимизировать овуляцию и уменьшает период от отъема и до осеменения. Для дополнительной стимуляции можно использовать добавки, такие, например, как глюкоза 200 грамм на голову в день. Есть также положительные опыты с добавлением стартера или престартера, полножирной сои или рыбной муки. Очень сильное влияние на стимуляцию половой охоты у свиноматок оказывает микроклимат на участке осеменения. Оптимальная температура на бетонных полах — это 20 градусов. Необходимо помнить, что при температуре выше 26 градусов свиноматка уже испытывает температурный стресс. Большинство свиноматок, которые не проявляют признаки охоты сразу после отъема, обычно приходят в охоту до 25 дней. Если же после 40 дней после первого прохода хряка свиноматка не пришла в охоту, то тогда ее следует выбраковать. Вот такие относительно несложные меры в периоде от отъема и до осеменения влияют на процент опороса и количество рожденных поросят. Не забывайте об этом. А пока
На этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!